Итак, что нам понадобится для вязания нашей малышки? Белая пряжа толстая на 100 грамм 120 метров. Любая плюшевая пряжа. Также ножки, копытца мы будем с вами розовой пряжей отделять. И для гривы я взяла малиновый такой цвет. Цвет, опять же, гривы вы можете взять либо однотонный, либо разные цвета. Вот, ну, я взяла вот такой вот малиновый цвет. Дальше нам понадобятся глазки. Глазки 6 миллиметров. Такие черные. И 2 крючка. Крючок троечка и четверка. Вязать единорожку будем троечкой, грива, четверочкой, грива троечкой. Берем четверочку и начинаем вязать нашу малышку. Так, начинаем с вами вязать ножку. Ножка выглядит вот так. Из 2 цветов. И давайте свяжем с вами вторую. Для этого я беру розовую пряжу и набираю 2 воздушные петли. Дальше во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше провязываю второй и третий ряд без прибавок и убавок, 8 столбиков без накида. Ввязывая хвостик, я провязываю 8 столбиков без накида. Ставим маркер в первую петлю. И дальше провязываем 2 ряда, 8 столбиков без накида. Ножку мы набивать не будем холофайбером, поэтому давайте провяжем второй и третий ряд. Провязав несколько петелек, подтягиваю хвостик и продолжаю вязать. Давайте так провяжем второй и третий ряд. Не довязывая последнюю петельку третьего ряда, я меняю ниточку на белую и заканчиваю петлю белой ниточкой. Теперь четвертый ряд я провязываю без прибавок и убавок, но уже белой ниточкой. Тоже 8 столбиков без накида. При этом, провязав несколько петелек, я завязываю на узелочек хвостики и прячу в деталь. У меня есть помощник. Прячу вот так. Все. И дальше продолжаю вязать. Четвертый ряд белой ниточкой провязываем 8 столбиков без накида. Итак, пятый ряд провязываем так: 2 столбика без накида и убавка. За передние полупетельки провязываю убавку. И еще раз 2 столбика без накида и убавка. Так должно получиться у нас 6 столбиков. И дальше 6 и 7 ряд провязываем без прибавок и убавок, 6 столбиков без накида. Давайте так провяжем 2 ряда. Итак, провязав 7 рядов, я складываю пополам деталь и провязываю через 2 детали, столбики без накида. У нас должно получиться 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Так, туда и 3. Все, хвостик отрезаю. Так как мы ножки будем вязывать, то хвостики мы не оставляем для пришивания. Все, ножки наши готовы. Теперь давайте свяжем ручки. Ручка у нас выглядит вот так, тоже из 2 цветов, поэтому давайте начнем с розовой. Берем розовую пряжу, набираем 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Второй ряд, ввязывая хвостик, провязываем 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. В первую петлю ставлю маркер. Давайте провяжем второй ряд. Итак, третий ряд. Третий ряд провязываем так. 2 столбика без накида. Хвостик можно уже убрать. 1, 2 и убавка. Тут немножко будет неудобно, ну так. И до конца ряда еще провязываем один раз, 1 столбик без накида, второй и убавка. В конце ряда у нас получается 6 столбиков, не довязывая последнюю петелечку, мы меняем ниточку на белую. Отрезаю розовую и меняю на белую. И заканчиваю уже третий ряд белой ниточкой. Дальше провязываем четвертый ряд без прибавок и убавок, 6 столбиков без накида. Провязав несколько петелек, завязываем ниточки, кончики на узелочек и прячем в деталь. Так, и с помощью пинцета, если кончики длинненькие, то можно их обрезать, остальное спрятать вовнутрь. Все, теперь давайте провяжем 6 столбиков по кругу. Итак, четвертый ряд провязали, пятый ряд. Вначале делаем убавку. И дальше до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. У нас должно получиться 5 столбиков до конца ряда. И шестой ряд провязываем 5 столбиков без накида, один ряд. Итак, шестой ряд провязали, теперь складываем пополам и провязываем. Получается у нас где-то 2 столбика без накида. 1 и 2. Деталь тоже не набиваем. Все, отрезаем хвостик и фиксируем ниточку. Ручки наши готовы. Теперь давайте начнем вязать туловище. Итак, начинаем вязать туловище. Туловище вяжем белой пряжей. Я уже провязала круг, чтобы не удлинять видео. Значит, точно так же набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Второй ряд провязываем 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. И третий ряд 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков. Я провязала 3 ряда туловища. В четвертом ряду мы будем с вами ввязывать ножки. Для этого я снимаю маркер и провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2 и 3. Дальше беру ножку и ввязываю 2 детали вместе. Можно, чтобы хвостик ввязывать, одеваю в первую петлю, ищу и в петлю на туловище. И вот 2 детали вместе провязываю столбиком без накида. 1, дальше 2, ввязывая хвостик, и третью петлю на ножки
и третью петлю на туловище. И ввязывая хвостик, провязываю 2 детали. Вот такая вот деталь получается вместе с ножкой. Теперь хвостик, который у нас тут мы ввязали, я его подтягиваю и оставляю внутри. Дальше провязываем. Так. Дальше провязываем по туловищу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6, ввязываем следующую ножку. Точно так же я ввожу крючок в ножку, дальше ввожу туловище и провязываю вместе хвостик сверху. Дальше вторую петлю провязываю столбиком без накида и третью петлю провязываю вот столбиком без накида. Опять хвостик, который у нас остался, мы его подтягиваем, убираем и до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот такая деталь у нас получается. Хвостики пусть остаются внутри. И теперь с 5 по 8 ряд, 4 ряда мы провязываем 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок, по кругу провязываем. Давайте провяжем. Итак, провязали 8 рядов, 9 ряд. В 9 ряду мы будем с вами провязывать убавки. 1 столбик без накида, ставлю маркер, убавка, следующая. Опять 1 столбик без накида, следующая убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего должно быть в этом ряду 6 повторений. И в конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали 9 ряд. Теперь в 10 ряду мы будем с вами ввязывать ручки. Ручки должны быть напротив наших ножек. Итак, снимаю маркер, провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер обратно. Дальше провязываю 2, 3 и 4 столбика без накида. Дальше беру ручку. Тоже не имеет значения, какую ручку, потому что они связаны абсолютно одинаково. Ввожу крючок в ручку и на туловище. И соединяю 2 детали вместе. 1 столбик без накида и 2 столбика без накида. Все. Дальше провязываю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида и вставляю еще одну ручку. Крючок ввожу в ручку и затем на туловище. Вот. И провязываю 2 детали вместе. Раз. Дальше опять на ручку и на туловище. Все. И дальше провязываю 1 столбик без накида. Хвостики вкладываю вовнутрь. И вот мы с вами провязали. Вот провязали ручки. Сейчас я поправлю. Вот провязали такое вот туловище. Маркер сзади должен быть. Вот такое вот тельце получилось у нас. Итак, провязали 11 ряд, провязываем так. Снимаю маркер, провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер. Дальше убавка.
Так нужно провязать до конца ряда всего 4 повторения. И в конце ряда у нас получается 8 столбиков без накида. И 12 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков без накида. Давайте так провяжем. 13 ряд провязываем так. 8 прибавок подряд. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. И дальше провязываем все 8 прибавок. В конце ряда должно получиться 16 петелек. Давайте провяжем. Итак, вот такая деталь у нас уже получается. Теперь давайте свяжем с вами 14 ряд. Провязываем так. 1 столбик без накида. Ставлю маркер в первую петлю. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида. Дальше прибавка. Дальше опять 1 столбик без накида. Дальше прибавка. Дальше 1 столбик без накида. Прибавка. И опять 1 столбик без накида. Прибавка. У нас должно быть 5 повторений от крючка. Дальше провязываем 4 прибавки подряд. 1, 2, 3, 4. Дальше остается 2 петли. Провязываем так. Следующую петлю прибавка. И в конце 1 столбик без накида. 1 столбик без накида. В конце ряда у нас должно получиться 26 петель. Теперь 15, 16, 17 и 18 ряд провязываем без прибавок и убавок 26 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 18 рядов. Я набила уже холофайбером туловище. Вот оно у меня такое вот плотненькое. Вот и теперь 19 ряд провязываем так. Снимаю маркер и провязываю 13 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше провязываем 6 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья, убавка, дальше четвертая, пятая, и шестая. И в конце 1 столбик без накида. Вот. Теперь 20 и 21 ряд провязываем 20 столбиков без накида. Итак, провязав 21 ряд, на этом этапе я вставляю глазки. Так как у нас отверстие узенькое, лучше на вот этом этапе вставлять глазки, потому что потом будет сложнее. Глазки мы вставляем между 19 и 18 рядами.
и 7 столбиков между глазками. Глазки я измерила, они не 6, а я перепутала, они 10 миллиметров. Я так навскидку сказала и немного перепутала. Дальше между глазками я уже сказала 7 столбиков. И дальше 22 ряд уже провязываем еще раз 20 столбиков без накида. 22 ряд, после того как вставили глазки, провязываем еще один ряд без прибавок и убавок, 20 столбиков без накида. Давайте провяжем так до конца ряда. Итак, 23 ряд провязываю так: 1 столбик без накида, и дальше по схеме провязываем 1 столбик без накида плюс убавка, 1 столбик без накида, дальше убавка. Так нужно повторить 6 раз. 1 столбик без накида, убавка. Повторяем так 6 раз, и в конце еще нужно провязать 1 столбик без накида. В конце ряда у нас получается 14 столбиков. Давайте провяжем. Провязала я 23 ряд, набила уже очень плотно голову. И теперь последний, не последний, а 24 ряд провязываем так. Я снимаю маркер. Так как у нас остается 14 петель, я провязываю 7 убавок подряд. Первая убавочка. Дальше за передние полупетельки вторая убавочка. И так 7 убавок давайте провяжем. Итак, провязала я уже 24 ряда. У нас осталось маленькое отверстие из 7 столбиков. Я уже отрезала ниточку, одела иголочку и будем стягивать колечко, наше отверстие. За полупетельки, подтягивая каждый раз, стягиваем отверстие. Теперь за узелочек делаю еще узелочек. Ниточка не очень послушная. Остается у нас, видите, вот такой вот набалдашник. Я вовнутрь вставляю и вывожу в любое место. И подтягиваю. Хвостик вытягиваю. Вот, и возвращаюсь. Еще раз хочу сделать, потому что некрасиво у нас получается. И еще раз вставляю в центр и вывожу уже в другое место. Вот. И теперь у нас уже вот чистенькое отверстие. Теперь путаю ниточки. Все, и обрезаю хвостик. Все, вот такая вот получается у нас единорожка. Теперь давайте с вами сделаем утяжку глаз. Итак, начинаем делать утяжку мордочки. Я приготовила, так как у нас игрушечка маленькая, я взяла иголочку не длинную, а обычную с тупым концом и с большим ушком. Вставила уже нить. Нить у меня это Alize Diva. В зависимости от того, какая у вас, какой вы делаете утяжки, то есть вы одеваете ту ниточку. Я ее делаю в 2 нити. И делаем утяжку так. Вот я вставляю там, где у нас были прибавочки, и вывожу вот возле глазика. Вот так вот вывожу иголочкой, оставляя небольшой хвостик, вставляю вот со второй стороны и вывожу через одну петельку, отступив одну петельку на шейке. Вот так вот
И завязываю на узелок. Завязав на узелок, ниточку мы не отрезаем. Все, хвостик остается. И теперь мы делаем то же самое со вторым глазиком. Вставляю и вывожу возле второго глазика. Вот сюда. И со второй стороны тоже вставляю и вывожу, отступив одну петельку. Вот петельку одну отступив, делаем таким образом утяжку. И тоже затягиваем, чтобы у нас были равномерные утяжки. Все, завязываю на узелок. Все, вот такая мордочка получается. Теперь хвостик я вставляю там, где у нас были, там, откуда выводила ниточку. И втягиваю ее серединку, затягиваю, чтобы не было, вот она затянулась и не видно, что была утяжка. Все, отрезаю. И вторую делаю точно такую же утяжку. Снимаю ниточку, одеваю вторую. 2 ниточки сразу. 2 хвостика, вернее, сразу. Вот так вот. И тоже вставляю сюда же, откуда выходила ниточка, и тоже вывожу хвостики. Вот так вот затягиваю. И вот возле горлышка абсолютно не видно ниточек, хвостиков. Все, обрезаю. Все, сделали утяжку. Теперь давайте с вами сделаем, вышьем носики, реснички, бровки. То есть давайте вышьем мордочку. Итак, я взяла тоненькую иголочку с большим ушком и разделила джинс на 2 части. Если у вас есть ниточка мулине, допустим, то вы можете в 2 ниточки взять и мулине, то есть тоненькую. Вышиваю я тоненькой иголочкой, потому что плюшевую пряжу очень неудобно брать с толстым, вот такой вот иголочкой с толстым, с тупым концом. Поэтому я всегда беру тоненькую иголочку швейную с толстым ушком. Специально купила для вышивания. И теперь одеваю в любое место и вывожу там, где мы будем с вами вышивать реснички. Вот. Оставляю хвостик небольшой. Вот, и смотрю, чтобы они были равномерные. И выхожу на носик сразу. Вывожу иголочку. Вот смотрю, чтобы реснички были ровненькие. Вот, и вышиваю носик. Носик вышиваю несколькими стежками через одну толстенькую, получается, петлю. Размер носика тоже вы можете регулировать сами. Так. 2 стежками я делаю, чтобы были не сильно толстые носик.
И сразу перехожу на бровки. Смотрим, если носик нас устраивает, мы оставляем. Если нет, мы можем его тупой иголочкой вот так вот подправить. Вот так. И бровки. Немножко перейдем на другую. Вот так вот бровки сделаем через 2 петельки. И точно так же сделаем на втором глазике. Бровки делаю я на одну вот. Смотрю, чтобы было так. Вот сюда, по-моему. В общем, смотрю, чтобы они были равномерно и симметрично. И вывожу уже туда, откуда мы заводили ниточку первую. И смотрю. Нет, не подходит, поэтому я снимаю ниточку. И еще раз так. И теперь нужно перейти вот так вот. Так, еще раз пробуем. Выводим оттуда, откуда заводили. Так. Опять не так. И опять. Вот, надо было сюда. Ладно. Сейчас попробую толстой, если толстой поймаю. То есть регулируйте, какая... Потому что толстый плюш не всегда получается совместить. Ну вот. Вот теперь ровненько. Все, теперь снимаю иголочку и делаю узелочек. Не сильно стягиваю. Первый узелочек не сильно стягиваю. Второй же можно стянуть посильнее. Обрезаю хвостики и вовнутрь вот так вот
Все, вышили мы мордочку. Вот такая вот мордочка получается. Теперь давайте свяжем ушки и рог. Итак, берем пряжу, которой мы вязали нашу единорожку. Под цвет беру 4 крючок и начинаю вязать ушко. Набираю 2 воздушные петли, цепочку из 2 воздушных петель. Вот, и во вторую петлю от крючка я провязываю 2 столбика без накида. Раз, и сюда же 2. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание. Сейчас, секунду. Немного увеличила, чтобы было видно хорошо. Значит, сделала 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь развернула вязание, и теперь в первую петлю я провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И во вторую петлю тоже 2 столбика без накида. То есть провязываем всего лишь 2 ряда. Первый, так, прошу прощения. Так, первый ряд у меня получилось 2 столбика без накида. Во втором ряду 2 прибавки, 4 столбика без накида получилось. Теперь делаю воздушную петлю. И будем делать обвязку с 2 сторон. Всего лишь с 2 сторон. В этот же ряд я провязываю столбик без накида. В следующий ряд я провязываю еще 1 столбик без накида. В центральную петлю я провязываю 3 столбика без накида. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Центральную. Дальше разворачиваю, хвостик ввязываю и провязываю крючком 1 столбик без накида и еще 1 столбик без накида. Все. Теперь обрезаю подлиннее хвостик, потому что мы будем пришивать. Фиксирую ниточку, хвостик обрезаю. Теперь одеваю иголочку. И вот нижнюю часть мы складываем пополам. И вот эту часть прошиваем. Просто иголочкой прошиваем. Несколькими стежками. Все. Вот такое ушко получилось. Вот. Нижнюю часть мы сшили 3 стежками. Все. Второе ушко у нас уже есть. Вот я его связала, тоже одела иголочку. И теперь нам нужно пришить ушки к голове. Вот так. Давайте пришьем. Итак, я подколола ушки иголочками и отступила от центральной точки 3 ряда в одну сторону и 3 ряда в другую. И вот определила, где у меня будут ушки. И теперь зафиксировала их иголочками, и теперь можно легко их пришить с 2 сторон.
Итак, пришила я ушки. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Я максимально показала, как я это делаю. Ну, в принципе, здесь нет ничего сложного. Теперь давайте свяжем рог. Итак, для вязания рога я взяла желтую тоненький плюш, как я уже в начале видео говорила, и крючок 2,5. Рог для маленькой единорожки я буду вязать крючком 2,5. Набираю я 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше, ввязывая хвостик, я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше нужно нам вывернуть эту деталь, потому что она, чтобы она не закручивалась. Вот, хвостик убираем. И я провязываю так. Очень сложно вот начинать. Так, теперь провязываю я 1 столбик без накида, дальше прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю, дальше провязываю 1 столбик без накида, дальше провязываю прибавку и в конце провязываем 1 столбик без накида. У нас получается в третьем ряду 7 столбиков без накида, и четвертый ряд провязываем 7 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Пятый ряд провязываем так: 2 столбика без накида, дальше прибавка, дальше 3 столбика без накида, 1, 2, 3 и прибавка. В конце ряда у нас получается 9 столбиков. Шестой ряд провязываем 9 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Итак, провязала я 6 рядов. Теперь я отрезала уже ниточку, оставила для пришивания и фиксирую хвостик. Все, теперь нужно его наполнить холофайбером. Секундочку. Приготовила немного холофайбера. Пинцетом я поправляю, мне так удобнее. Все, сейчас я иголочкой в серединку вот так вот зафиксирую. Вот так. Вот, и по кругу пришью.
Пришила я рог. Выглядит он вот таким образом. Теперь нам осталось вывязать хвостик и гриву. Вывязывать я буду крючком 2,5. У меня будет грива ярко-малинового цвета. Вот, и буду я вывязывать таким образом. Значит, смотрю, где у меня будет хвостик, нижняя часть. Вот, и захватываю петельку. Хвостик убираю, я его потом спрячу. Делаю столбик без накида, вывожу и вот так вот оставляю. Дальше опять захватываю рядышком, захватываю еще одну петельку, захватываю пряжу, делаю столбик без накида и вытягиваю петельку. Петельки приблизительно должны быть одинаковой длины. И вот так вот рядочком идем то количество, которое вам нужно, чтобы это было тоже равномерно. Вот. Сделали и смотрим. Вот оно равномерно. Теперь переходим на вот следующий ряд. Берем ниточку, переворачиваем, вверху захватываем рабочую нить, делаем столбик без накида и вытягиваем петельку. Точно так же и здесь. И следующий ряд. Ой, следующая петелька. Делаю это медленно, чтобы было вам понятно. Вот. Итак, довязала я последний столбик. Вот отрезала ниточку. И сейчас мы с вами их зафиксируем. Я беру, вывожу хвостик на изначальный, там где в начале у нас был оставлен хвостик, просто завязываю на узелочек. Все. И сейчас иголочку вставляю 2 хвостика и просто вовнутрь спрячем хвостики и узелок. Сюда же ввожу, где мы делали узелок, вывожу в любое место. Вот. Затягиваю, узелок заходит, и все, ничего нету. Вот теперь путаем ниточки. Все. Обрезаем. Пушок весь убираем. Потом еще почистим его. Тут у меня есть мусорное ведерочко. Вот все, хвостик наш готов. Теперь давайте гриву. Свяжем с вами гриву. Гриву мы будем вывязывать вот отсюда, начиная вот отсюда. И потом вот так вот пойдем по
Все зависит от густоты, как вы захотите вязать густоту. Итак, я беру хвостик и начинаем вывязывать. Вот, захватываю полупетельки на теле, хвостик убираю и точно так же, только делаю их немножко длиннее. Вот так. Определяю для себя длину. Так, теперь иду за рог. И вот здесь вот захватываю небольшие петельки. Вот возле самого рога. Переходя на вторую сторону. Хвостик у нас еще немножко сделать нужно. Вот. И сейчас я смотрю, перехожу еще ниже, чтобы ровно была передняя часть. Вот. Остается небольшой хвостик. Я беру иголочкой, вставляю там, где мы закончили, а вывожу там, где вот этот вот первоначальный хвостик. Вывожу туда хвостик. Вот, завязываю. Ой. На несколько, на 2-3 узелочка. И опять иголочку вставляю и прячу хвостики. Затем беру новый моточек и опять продолжаю вывязывать. Вот я вставляю сюда же, вывожу в любое место. Вот, их прячутся. Вот, и хвостики, узелочки прячутся. Вот. Все, теперь я обрезаю. И беру новый моточек. Вот такая получается единорожка. Так, и беру новый моточек такой же самой пряжи. Итак, вот я закончила на этом моменте. Теперь я продолжаю, беру новую ниточку, опять захватываю. Вот смотрите, чтобы у меня было одинаково впереди. Хвостик оставляю небольшой, чтобы можно было его спрятать. И опять точно так же вывожу таким же способом. Так, секунду, что мне тут запуталось. Так, вот. Хвостик убираю сюда, его как-то надо, чтобы я его потом нашла. Вот, и дальше продолжаю вот по
еще раз вот сюда уже за ушко. И смотрю. Вот. Теперь перехожу на заднюю часть. И вот так вот постепенно, захватывая каждый раз, делаем вот так вот гриву. Делается эта грива быстро. Так, секунду. Итак, вот наша грива получается. Она очень пушистая. Если вы хотите еще добавить, то можно еще добавить. Но для меня этого достаточно. Посмотрите, она очень пушистая. Здесь вот такая вот челочка. И вот такая вот получается красотка, малышка. Вот. И теперь давайте свяжем кенгурушку для нашей малышки. Вернее, для мамы. В первую очередь, ну и для малышки. Итак, начинаем вязать кенгуру для малышки и для ее мамы. И сейчас вот я выбрала такой вот темно-сиреневый цвет. И будем с нее вязать. Итак, я связала уже цепочку из 13 воздушных петель. Как я меряю? Значит, я от серединки до серединки и смотрю, и чтобы вот такая вот была легкая свобода, то есть свободно было, чтобы мы могли посадить в кенгуру малышку, она должна быть более свободна. Поэтому я набрала цепочку из 13 воздушных петель, и со второй петли от крючка я провязываю 12 столбиков без накида. Ровными рядами будем сейчас вязать. И давайте провяжем 2 ряда. Первый ряд 12 столбиков без накида. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание
и провязываем еще один ряд 12 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязав 2 ряда 12 столбиков без накида, третий ряд начинаем вязать так: 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем первую убавку, вытягиваем 3 петли на крючке, провязываем вместе. Дальше провязываем 8 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше провязываем в конце убавку. Рабочую нить вытягиваем с петли, не провязываем, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем также сначала убавка, затем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в конце убавка. В этом ряду у нас получается 8 столбиков. Пятый ряд: воздушная петля, разворачиваем вязание, в начале убавка, затем 4 столбика без накида, 2, 3, 4 и в конце убавка. Все, в этом ряду у нас получается 6 столбиков. Мы можем померять. Вот так вот получается. И провязываем дальше. Итак, шестой ряд провязываем так: 1 воздушная петля, разворачиваем вязание, в начале опять провязываем убавку, дальше 2 столбика без накида и в конце убавка. Вот так вот в виде трусиков мы вяжем. Теперь у нас получается 4 столбика в ряду, и теперь нам нужно провязать. Дальше провязываем, делаем 1 воздушную петлю и провязываем 7, 8 и 9 ряд 4 столбика без накида. Провязали 4 столбика, дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, 8 ряд провязываем 4 столбика без накида. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и опять провязываем 4 столбика без накида. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении. 10 ряд провязываем так: в первую петлю прибавку, дальше 2 столбика без накида и в конце прибавка. В 10 ряду у нас должно получиться 6 столбиков без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, провязываем в начале прибавка, дальше 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и в конце прибавка. В 11 ряду у нас должно получиться 8 столбиков. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, провязываем в начале прибавку, дальше 6 столбиков без накида, и в конце прибавка.
В 12 ряду у нас должно получиться 10 столбиков. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, 13 ряд провязываем в начале прибавку, затем 8 столбиков без накида. И в конце прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. В ряду у нас получается 12 столбиков. Теперь 14 и 15 ряд мы провязываем 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок, поворотными рядами. Итак, вот такие вот трусишки у нас получаются. Теперь нам нужно кончики соединить. То есть мы продолжаем вязать 16 ряд, мы продолжаем вязать по кругу. Соединяем трусики, хвостик этот ввязываем и продолжаем вязать столбики без накида. Подтягиваем первую петельку, раз, дальше ввязывая хвостик продолжаем вязать еще 11 столбиков. Дальше хвостик этот можно обрезать. Присоединяем следующую и провязываем дальше. До конца ряда, вернее, ну да, до конца или до начала, кто как считает. Так, теперь делаем. Итак, провязав до конца ряда, я обрезаю хвостик подлиннее. Потому что вот эти вот мы будем соединять, вернее пришивать вот эти вот 2 ряда, которые у нас получились, мы будем их пришивать. Вернее, ну, пришить нужно эти 2 ряда для того, чтобы трусики получились. Так, где наша иголочка? Вставляю я вот в следующую петельку, чтобы закрыть. Вот так. Выворачиваю. И с обратной стороны буду пришивать. Просто несколько стежков сделать, чтобы пришить трусики. Все делаю узелочек. И прячу ниточку в деталь. Либо делаю переход, можно сделать переход и прошить вот эту вот часть через
через целый ряд. Вот, и пришить, сделать несколько стежков в этом ряду по следующей стороне. Все, теперь делаем узелок. Все, и теперь прячем ниточку. Все, обрезаю хвостик, чистим трусики, выворачиваем их. Вот. И вот такие вот трусики у нас получаются. Вот такие трусики получаются. Теперь нам нужно... Итак, начинаем вывязывать передний комбинезончик. Я отметила маркерами, где у нас будет начинаться и заканчиваться. Значит, я от конца отступила 2 петелечки, и у меня в серединке получилось 8 петелек. Вот здесь мы будем вывязывать начало, вернее, передняя часть, вы сами выбираете, какая будет, это не имеет значения. И сзади я на серединке, значит, 3 петелечки выбрала себе на серединке, чтобы лямочки вывязывать, присоединять, вернее, лямочки на серединке задней части трусиков. Все, и теперь давайте с вами начнем вывязывать. Присоединяем ниточку, хвостик ввязываем, сюда же провязываем столбик без накида и дальше провязываем 8 столбиков без накида. Хвостик подтягиваем и провязываем поворотными рядами. Сейчас будем вязать, вывязывать комбинезончик. Провязав 8 столбиков без накида, хвостик можно будет обрезать. Вот теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в обратную сторону 8 столбиков без накида. Вот. И так еще нужно провязать один ряд. Делаем воздушную петлю, провязываем еще один ряд, 8 столбиков без накида. Хвостик обрезаем этот, он нам не нужен, чтобы он нам не мешал. И вот такой вот комбинезончик получается. Теперь начинаем вывязывать лямочки. Итак, начинаем вывязывать лямочки, набираем воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, провязав 40 воздушных петель, цепочку из 40 воздушных петель. Так, секунду. Вот цепочку из 40 воздушных петель. Теперь присоединяем, чтобы она не перекрутилась. Смотрим, чтобы цепочка не перекрутилась. Вот она у меня уже перекрутилась. Вот так вот.
и присоединяем вот, присоединяем к первому маркеру вот столбиком без накида. Дальше в следующую петлю столбик без накида провязываем, снимаем маркер и провязываем в следующую столбик без накида. Вот так. Теперь набираем вторую цепочку из 40 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, провязав вторую цепочку, присоединяем ко второму уголочку на комбинезончике и делаем столбик без накида. Вот такой вот у нас получается кенгурушка. Вот, а теперь давайте столбиками без накида провяжем внутри комбинезончика. То есть продолжаем вязать. Продолжаем вязать столбиками без накида внутри. Сначала идем по комбинезону, затем переходим на цепочку и по цепочке провязываем в каждую воздушную петельку, провязываем столбик без накида. У нас должно получиться по цепочке 40 столбиков без накида. Давайте так провяжем по цепочке. Давайте так провяжем полностью по цепочке. Итак, довязала я цепочку. Теперь здесь я буду делать убавку для того, чтобы не было некрасивого перехода. Я просто вот здесь вот вывожу рабочую нить, не провязываю, а делаю вот такой вот переход. И дальше продолжаю следующую цепочку. По следующей цепочке вывязывать столбики без накида, провязывать по второй цепочке. Все, и вот смотрите, здесь вот такой вот из-за убавки вот такой вот красивый переход, ничего не выпирает. Все, давайте дальше провяжем по цепочке, по второй цепочке столбики без накида. Итак, довязала я вторую лямочку, обрезаю ниточку подлиннее и фиксирую. Теперь одеваю иголочку. У нас тут ремонт на улице идет, но не могу закрыть окно, потому что мне будет жарко. Все, и просто вставляю в следующую петельку. Вот так вот. Теперь завожу в лямочку, в петельку. И просто, можно сказать, пришиваю. И еще раз можно. Вот так вот, чтобы лямочки были две одинаковые. Теперь можно просто сделать узелочек и аккуратненько только. Вот все. И спрятать ниточку. Так. Когда хочется побыстрее, оно не получается вообще, от слова совсем. Да что ж такое? Так.
так. И делаю это в обратную сторону немного. Всю ниточку обрезаю. Все, и такой вот кенгурушка готов. Кенгурушку можно украсить, либо связать какой-то цветочек, либо какую-то пуговичку пришить. В принципе, ну, я делать ничего не буду. Вот, просто говорю, что можно кенгурушку как-то украсить. Все, и давайте примеряем его на единорожку. Итак, приготовила я кенгурушку, единорожку нашу. И давайте ее будем одевать. Одну ножку, вторую. Вот так вот кенгурушка будет на малышке выглядеть. И давайте примеряем к маме. Итак, мастер-класс готов. Надеюсь, у вас все получилось. Значит, давайте измеряем. Очень сложно было настроить камеру повыше, чтобы вся игрушечка влезла. Итак, размер самой игрушки от рога до ножек 39 сантиметров. Вот так вот давайте. Да, 38-39 сантиметров. Сама малышка размер 17 сантиметров. Получилась семья, мама с ребенком. Если вам понравился мастер-класс, ставьте обязательно лайки, пишите мне комментарии, мне будет очень приятно почитать. Ну а на сегодня все. Я вам говорю пока-пока. До следующих мастер-классов.